Привет всем! Вы зашли на канал «Замуж в Индию». Сегодня вас ждет зрелищное видео, но сначала все по порядку. Начну с предыстории. Значит, у Парама есть приятель Сантош Бай. У Сантош Бая свое собственное кафе напротив нашего отеля. Ну и, собственно, он часто был героем моих видео. Я, например, снимала его реакцию на мои котлетки, как ему сильно понравились куриные котлеты, что он даже попросил, чтобы я еще ему приготовила. Но сегодня не об этом. Значит, у Сантош Бая племянник женится. Пригласил нас на свадьбу, но мы отказались, потому что это не здесь, это в Пуне, и как раз выпадает на эти дни, пятница, суббота, когда у нас большой бизнес, когда мы должны быть здесь, на месте. Ну, он, собственно, отнесся с пониманием и тогда настоял, что обязательно приходите на церемонию халди. Это здесь вот с нами по соседству, его брат живет. Халди — это когда обмазывают жениха и невесту пастой из куркумы. Ну, не только жениха и невесту, но и всех гостей. Ну и, собственно, мы согласились. Да, и он настоял, говорит, обязательно Парам приходи вместе со своей женой. А у меня такое правило, что если меня приглашают здесь куда-то, отказывать нельзя. А то в другой раз не пригласят. Я очень благодарна людям за то, что меня не забывают. Вот. И, собственно, это вчера было. Значит, можно в любое время до самого вечера прийти к ним в гости. Я в этот момент была занята, у меня была куча посуды от клиентов, готовила ужин Артуру. И, думаю, сейчас все поделаю, переоденусь и пойдем. И тут мне звонит Парам, говорит: Наташа, бросай, говорит, все. Переодевайся и хватай, говорит, обязательно хватай камеру и бегом. Я, знаете, я даже не стала спрашивать у Парама, что к чему, почему, потому что когда он говорит хватай камеру, это как красная тряпка для быка. Так, ну и, собственно, хватаю я камеру, надеваю на себя первое, что попалось в руки, и бегом снимать. А, кстати, я же изначально сомневалась, что вообще стоит ли мне снимать это видео, будет ли вам интересно. Ну, думаю, Сантош Бай пригласил, и я знаю, что он смотрит мой канал, и ему будет приятно. Я к нему с уважением отношусь, он вдовец, сам воспитывает 2 детей и плюс еще вот брату своему помогает женить племянника, получается. Ну и, значит, забегаю я к ним во двор, и что я вижу? Какой эксклюзивчик! За столько лет я ни разу этого не видела, но мечтала увидеть. Значит, друзья, им на церемонию приперлись хиджи, просто по-другому не скажешь. Это незваные гости, которые приперлись для того, чтобы выманивать деньги и подарки. They want more. This they give gift for them. Good luck for good luck. Good energy coming. Может быть, не все в курсе, в Индии хиджи относят к третьему полу. Это и не мужчина, и не женщина. Так вот, сюда их никто не звал, они сами заявились, чтобы выманить деньги и подарки. Groom. Окей, жених, это жених, друзья. Торгуются. Хотим больше денег. Посмотрите, сколько там уже денег, пачка. Сколько подарков. Вот это сари. Сари, сколько? 4 сари. И все равно недовольны, хотят еще. Вот, читает, видите. Говорит, не показывай. Не надо снимать, как я считаю деньги. My brother is wedding. My groom is wedding. Так, сейчас Иджа будет благословлять жениха. Ну, давайте посмотрим эту церемонию вместе с вами. Впервые я такое вижу, никогда раньше на свадьбе Хиджи я не видела. Это впервые. Ну что ты, открой личико, не стесняйся, don't be shy. Excuse me, you can take my video. Окей. I love to do this thing. Окей, вот говорит, ты можешь меня снимать, я люблю сниматься, снимать сколько... I'm here in the wedding, and I'm gonna perform today, and she's the anchor for today. What's her name?
My name Natasha. What? Oh, Natasha. So my name is Cinderella. This is Cinderella. Nice to and meet I'm you. going to perform here. Thank you. Have a great day. Bye. Okay, thank you for interview. Спасибо большое. Я вам раньше часто показывала хидж в поездах, на дорогах, как они громко хлопают в ладоши и просят деньги, как попрошайки. Но с древних времен до колониальных хиджи имели свою четко определенную социальную роль, и их уважали в Индии. Люди верили, что хиджи обладают магическим даром, могут благословлять и приносят удачу. Поэтому в те времена их охотно приглашали на свадьбы и на торжества по случаю рождения ребенка. Упоминания о хиджах можно найти в индуистских священных текстах, таких как Рамаяна и Махабхарата. Чаще всего хиджи рождаются мужчинами, но чувствуют себя женщинами. По правилам общины, чтобы пройти посвящение и стать настоящей хиджей, необходимо первое – уйти из родного дома навсегда. И второе – совершить страшную церемонию. Настоящая хиджа должна принести в жертву богине Бахучари Мати свой детородный орган. Но по факту сейчас это делают не все. Во времена, когда Индия была колонией, британцы назвали всех хидж преступниками, основываясь на христианских верованиях о гендерной принадлежности. Впоследствии хиджам все-таки удалось сохранить свой статус в индуизме, но отношение к ним резко поменялось, их стали презирать. Сейчас хиджи чаще всего приходят на церемонии бракосочетания или на рождение ребенка без предупреждения, без приглашения, заявляя, что это их священная религиозная обязанность. Мы, кстати, с Парамом поняли, что кто-то из Матерана информирует хидж, возможно, за денежное вознаграждение, рассказывает, у кого и когда будет, например, свадьба, мол, приезжайте со своим перформансом. Считается, что хиджи обладают магической силой. Они могут благословить, но в то же время они могут и проклясть. Вот теперь напишите, пожалуйста, в комментариях, что бы вы сделали, как бы вы поступили на месте Сантош-Бая и его брата, вообще родственников. Вы бы прогнали бы этих хидж, учитывая, что в наше время в Индии мало кто верит в проклятие хиджи, но опасаются. А вдруг? Тем более речь идет о свадьбе. А вдруг произойдет какая-то неприятность, и молодой парень потом будет всю жизнь обвинять свою родню. Мол, зачем вы прогнали тогда хидж? Одно дело в поездах, да, в поезде легко отказать попрошайке хиджи, отвернуться, послать подальше и забыть. А тут все-таки свадьба, ответственность за других людей. Я даже не знаю, я не суеверная, я не индуистка, но я не знаю, как бы я поступила. Женщины сидят, говорят, мы еще хотим продолжать. You want more, да? More. One more dance. Have you captured my video? What I have performed now, did you capture that? Have you captured my video? Okay. Oh, you don't We will send you this video. Oh, you don't understand me. I'm very surprised. She has simple. You guys. Оцените еще, пожалуйста, в комментариях танец хиджи. Как вы считаете? По-моему, действительно красиво танцует, завораживающе. Хочется смотреть, не отводя свой взгляд, всматриваться во все ее движения. Возможно, они еще и обладают гипнозом. Сантош-Бай отдал около 5000 рупий, половину той суммы, которую запрашивали. Парам мне рассказал историю, как много лет назад его друг Маноч на открытие своего ресторана потратил 11 000 рупий на хиджу. Он тогда не поскупился, рассчитывал на огромную прибыль, которую принесет ему новый бизнес. Но в итоге что-то пошло не так, и уже через 3 года из-за убытков пришлось закрыть заведение. Я не знаю, может быть, надо было ему больше заплатить хиджи, как вы думаете? Маска для лица. Ayurvedic. Yes, Ayurvedic. Thank you. В сегодняшнем видео будет еще одна свадьба. Парам, расскажи, куда ты собрался сегодня вечером? Today in Muslim Malya, Achbak Bhai daughter marriage party. Today I want to go in evening. You call you also. You also come.
Парама пригласили на свадьбу. Мусульманин, его приятель, отдает замуж свою дочь. Вот мы сейчас идем по Мусульманской улице и посмотрим, как они готовятся к этому мероприятию. Парама пригласили на праздничный ужин, но перед этим тоже будут некоторые мероприятия. Идем, Артур, давай быстрее. Артура мы сейчас провожаем на дополнительные занятия. И по дороге поснимаем. Что? Not possible? Здесь нет возможности проехать на велосипеде, и Парам говорит, объезжай. Артур поедет в объезд. Ну что тут, ребята, не пора ли вам переодеваться к свадьбе? This is special for marriage party. Hi, can I show you mehendi? Вот я хочу показать нашим зрителям, как эта девушка украсила свои ноги. Потом через пару часов она переоденется. Very nice. Этот паренек кричит, hey, man, I'm not man, I'm woman. What? Do you want to say something? Хочешь что-то сказать? Нет? Застеснялся. Джаварбай. Так, здесь декорируют, хотела сказать, помещение, но, наверное, правильнее сказать, праздничный шатер. Здесь будет сидеть невеста с женихом. Здесь будут гости, стулья, вон видите, сложенных потом разложат. Ну и вот у мусульман принято отдельно рассаживать мужчин и женщин. Мы уже были вместе с вами на свадьбе у Нисарбая. Я вам об этом показывала, рассказывала. Я тогда сидела за столиком. Ну, он отмечал в городе, там это нормально смотрелось. Но здесь все-таки в деревне принято соблюдать все традиции. Ну и, собственно, по этой причине я и не пойду. Если бы я пришла на званый ужин, мне бы пришлось сидеть вместе с другими женщинами, отдельно от Парама. А я здесь, ну, так близко никого не знаю. Это Парам со всеми дружит. Ему будет весело, интересно. А мне вот так вот где-то здесь, вдали от него, вдали от мужа, и поесть неинтересно. Вот поэтому я сейчас вам поснимаю, покажу все. Покажу и расскажу. Так, здесь готовят праздничные угощения. Where is Артур? Так, Артур уже, ты уже здесь, нам надо быстрее. Ну, ладно, давай проведем Артура, а потом вернемся. Окей, we drop Артур, after we will come back. И потом я покажу. В этот раз действительно все очень красиво. Я еще не видела до такой степени, чтобы украшали улицу. Молодцы. Ну, довольно-таки обеспеченный мужчина, владелец большого отеля, отдает свою дочь замуж. Поэтому, вот, собственно, у него есть что тратить. Такой момент хочу уточнить. Некрасиво будет со стороны Парама, если он на свадьбу не придет. Раз его пригласили, значит, надо обязательно прийти. Ну, можно без меня. Без меня это нормально, в принципе, поймут люди. А если ты по какой-то уважительной причине не придешь на свадьбу, подарок ты все равно должен подарить. Но подарок – это конверт с деньгами. Так, мы вернулись. Сейчас я вам покажу, как здесь готовятся угощения. Кстати, вот этот вот парень работал на Мальдивах, да? Да, Maldives. What's your name? Faisal. You all cooks. Да, they all. Это все повара. Это все, эти мужчины все повара. Значит, что это такое? Chicken? 1000 people eat today food. Они рассчитывают, что сегодня придет 1000 человек. Представляете, 1000 человек. Это жители Матарана, ну и, конечно же, гости со стороны жениха, которые приедут. Но я вот хочу вам сказать, что сегодня индуистов будет мало. Собственно, Парам один из немногих индуистов, которого пригласили на эту свадьбу. Так, значит, здесь зира райс, а здесь биряни, вегетарианский. Видите, будут и вегетарианские блюда. And this is chicken. And this... Еще что-то? Not all. Сейчас еще нам что-то покажет. А, ну конечно, посмотрите, сколько еще много. Green chicken. В зеленом соусе. Окей, о, so many. And this same, да? Same, don't. Окей, this ready food. И еще что-то. Starter. И вот внутри, посмотрите, какие угощения. Это стартер, это
бутерброды. And gulabe khas. Ну, кстати, да, это вкусные у них, ну, как фастфуд. Cheese roll, cheese with cheese. Shahi roll. Сэндвич с сыром. Go inside it. Ну, я не знаю, можно... Сейчас нет, как сказали, можно зайти. Я тапочки сняла. Вот, покажу вам. Sakir. Nice to meet you. Приятно познакомиться. Они немножко удивляются, потому что, да, я девушка. Так, а тут, смотрите, мясо, типа вот как фарш. Удивляются, потому что, ну, женщины обычно вот так вот себя не ведут, более скромно, не заходят туда, где мужчины. Женщины-мусульманки. А? И also one, говорит, вот этот парень тоже хоть, а он не хочет, он стесняется, видите, прикалывается. Окей, hi. Maybe you feel shy. I will not disturb him. Okay, thank you. Вот, нам открыли, показывают вегетарианский бирьяни, как его сверху украсили пищевыми красителями. Вот таким вот образом он проверяет, готово или нет. Вот, видите, там оно на огне, это ж не просто так стоит, здесь готовится. So, is it ready? Yeah, this. Готово? Now you check. Now you Сейчас check. я вам объясню, как он понял, что готово. Вот, No water. нет воды, а масло. Если бы была вода, то значит еще не готово. Значит еще не, ну как рис не впитал всю жидкость, всю воду. А масло должно оставаться для жирности. Такой вот вегетарианский бирьяни. So you want after later we going. So we're coming То from он there. специально приехал с Мальдив, чтобы погулять на свадьбе, так как это его родственники. Он не просто поваром здесь, а погулять на свадьбе своих родственников, а потом опять поедет на Мальдивы. Так что, друзья, будете отдыхать на Мальдивах, возможно. So where you work? What's your restaurant name in Maldives? मालदीव में किधर काम करते थे? Gain Island. Gain Island. Gain Island. Хорошо, друзья. Кто отдыхал на Мальдивах, имейте в виду или планирует. Так, а эти мужчины занимаются приготовлением чикен-кабаба. Ну, давайте пройдемся дальше, посмотрим, что здесь происходит. Интересно понаблюдать, как сидят детки здесь. На стульчиках, видите, пожилые мужчины. Вот. Уступают место. А где же женщины? And where is all ladies? Ladies all in home. In Their home? house that side. You want to go there? Ladies, maybe they prepare. Может быть, они уже начали. Пока я снимала, уже прошло какое-то время. Мы Артура провели, там немножечко задержались. Вот, и, скорее всего, в это время уже женщины готовятся, красятся, переодеваются. Да, вот мы хотим сейчас спросить по поводу хидж. Являются ли хиджи на мусульманские свадьбы? Да? 500 rupees, yeah. 5,000. 5,000. 5,000. 5,000 is going. 5,000 they take from here. No problems is Muslim. Да, представляете, да, приходят и на мусульманские свадьбы, говорят, 5000 заплатишь, и можно от нее отделаться. Даже, видите, мусульмане боятся, переживают на всякий случай, а хиджи этим пользуются. Пользуются, знаете, как манипулируют людьми. Они понимают, что на свадьбе никто не хочет устраивать скандалов, никто не хочет полиции, никто не хочет разборок. Ну и, соответственно, лучше дать 5000 рупий и верить в то, что это принесет удачу, плодородие жениху и невесте. Много детей. Thank you. Приглашают, говорит, приходи обязательно после 7 вечера. Будет здесь красиво. Начнется все мероприятие. Но уже вечер, уже темно, я не смогу снимать видео. Thank you. Ай. Поздноватенько. У нас уже в 6 темно. О, девочка уже нарядная. Are you ready for marriage party? Ножи в доме должны быть наточены. Посмотрите, аж искры. So, they from Nerал? Да, किधर से आया? Амбарнат. Приехали парни специально в Матеран и предлагают свои услуги всем желающим, у кого дома не наточены ножи. Вот этот вот станок проблематичный. Но чего ты? На здесь
чего-то они тебя гонят. Не бойся, Джимми, свои. Не надо на них гавкать, не надо их кусать. А то парни пугливы. Ну, хотя, может быть, знаете, разные собаки бывают. Может, у них был неприятный опыт. И действительно такое бывает. Собаки бывают кусачими. Не все такие покладистые, как Джимми. And how much one knife? Сколько стоит поточить один нож? They say 50 rupees one knife. I say, oh, you're mad or what? After they ask 20 rupees. Сначала они просили 50 рупий за один нож. Это новый можно купить почти за эту сумму. Но Парам сторговался 20 рупий за один нож. Всего 3. Ну, старательно. Господи. Вот такая вот конструкция. So how they came? Bus? Такси? На такси приехали. Говорят, в час дня они приехали и вот уже уезжают. Видите, уже вечереет. Мы говорим, сколько вы заработали? Говорят, только 300 рупий. Ну, Парам подозревает, что они... Что? They lie. In one hotel, they take 500, 600. Many nights. Парам говорит, я уверен, что они врут, потому что их услугами пользуются владельцы больших отелей, где кухня, естественно, там ножей много, не так, как у нас 3 всего. Окей, thank you. Вот видите, как интересно в Индии. А как вы точите ножи у себя дома? Или вы покупаете новые, или у вас есть специальный камень? Я помню, что у нас в семье папа точит об специальный камень. Так, ну все. Пошла я готовить ужин. Так, ну все, мои дорогие зрители, будем прощаться. Спасибо вам большое за внимание. Я сейчас на заднем плане увидела растение и вспомнила. Но это уже, наверное, тема следующего видео. Парам, where you want put reception? Вот, представляете? Я так горжусь этими цветами. Это мы сами их садили, сами поливали, выхаживали. А Парам хочет здесь поставить ресепшн. Все, ладно, окей, in next video you will see. В следующем видео Парам расскажет. Ну а на сегодня все. На сегодня все. Всех люблю, целую, обнимаю. До скорых новых встреч. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет еще много всего интересного.